Рыболов Копатель Продакшн представляет. Я рад приветствовать постоянных подписчиков канала, а также тебя, дорогой случайный зритель. Поскольку неделю времени я провел в столице нашей необъятной родины, я был в Москве, решил воспользоваться случаем и побывать в парке Патриот, где представлено очень много военной техники. Давайте вместе с вами окунемся в этот мир. Так что желаю всем приятного просмотра. И первый образец техники, попавшийся на моем пути, это немецкий противоминный трал со сложным названием, созданный в 1942 году для проделывания проходов в минных полях. По замыслу процесс должен был представлять собой проезд машины через минное поле, при котором попадающие на пути мины под тяжестью машины взрывались. Вследствие конструктивных недостатков работы были ограничены изготовлением единственного образца. Далее перед нами экспериментальный образец машины наблюдения, разработанный в 30-х годах в качестве подвижного наблюдательного пункта и корректировки огня артиллерии. Корпус сварной закрытого типа. В корпусе установлен двигатель мотоциклетного типа, трансмиссия и органы управления, сиденье для водителя-корректировщика и радиостанция. Машина является экспериментальным образцом и участия в боях не принимала. Поражает тот охват, то количество военной техники, которая представлена в павильонах парка Патриот. Рекомендую всем, кто будет в Москве, добраться до Кубинки и вживую все это увидеть. И целого дня не хватит, чтобы все обойти и все показать. В единственном экземпляре представлена самоходная осадная мортира Герат-041 по имени Карл. Использовалась немецкой армией как средство для разрушения наиболее мощных оборонительных сооружений. Разработана фирмой Рейнметаль в 1937 году. С ноября 1940 года по август 1941 изготовлены прототип и 6 установок, названных Фенрир, Адам, Ева, Тор, Один, Локи, Циу. Заранее прошу прощения у зрителей за искаженные названия ввиду своего скверного произношения. Эти самые установки применялись при штурме Брестской крепости, под Львовом, под Севастополем, при подавлении восстания в Варшаве в августе 1944 года. Экипаж 16 человек. Боевая масса 124 тонны. Мощность двигателя 750 лошадиных сил. Максимальная скорость 10 км в час. Бронирование 10 мм. Сверхтяжелый танк Маус, также известен как Мышь, разработан в 1942 году конструкторским бюро фирмы Porsche. В январе 1943 года полноразмерный деревянный макет танка продемонстрирован Гитлеру. Летом 1944 года 2 изготовленных образца подверглись ходовым испытаниям.
В боевых действиях участия не принимали. В апреле 1945 года оба образца были взорваны на Кумерсдорфском полигоне. На данный момент в мире сохранился только один танк «Маус», собранный из частей обоих экземпляров. Экипаж 6 человек. Боевая масса 188 тонн. Мощность двигателя 1750 лошадиных сил. Максимальная скорость 20 км в час. Запас хода 186 км. Бронирование. Лоб корпуса 200 мм. Лоб и борт башни 210 мм. Борт корпуса 105 до 185 мм. Бронекорпус самолета-штурмовика Ил-2. Легендарный тяжелый штурмовик времен Великой Отечественной войны. Создан в ОКБ-240 под руководством Сергея Владимировича Илюшина. Самый массовый боевой самолет в истории. Выпущено более 36 тысяч штук. Боевой самолет Ил-2 был обнаружен в августе 2015 года морской инженерной компанией, обследовавшей акваторию Керченского пролива. Экипаж в составе пилота гвардии младшего лейтенанта Ударова и стрелка-радиста гвардии младшего сержанта Калинкина был сбит в воздушном бою над Керченским проливом 1 октября 1943 года. Ил-2 безвозмездно передан в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковной Кубинке. Средний танк Т-34, выпуска 1942 года, СССР. Создан в 1938 году ОКБ Харьковского паровозостроительного завода под руководством Кошкина. Принят на вооружение 19 декабря 1939 года. Выпускался с 1940 года. На 7 заводах страны построено свыше 35 тысяч танков Т-34, принимавших участие во всех боевых операциях Великой Отечественной войны. Состоял на вооружении Польши, Югославии, Чехословакии, Венгрии. В ходе поисковых работ, проведенных сотрудниками парка «Патриот» и Музея бронетанкового вооружения с 18 по 22 апреля 2016 года, обнаружен этот танк Т-34, затонувший в реке Дон у села Украинская Буйловка на глубине 7 метров. Найденный танк – единственный в мире сохранившийся образец танка этого типа из произведенных 600 машин, отправлявшихся в боевые части прямо с завода. Самоходная гаубица Су-150, Штуг-33Б. Первая партия машин была отправлена в ноябре 1942 года в Сталинград. Вторая партия участвовала в боях зимой 1942-1943 года в составе 23-й танковой дивизии. Экипаж самоходного орудия Штуг-3 составлял 5 человек. Это механик-водитель, командир, он же наводчик, 2 заряжающих и радист-пулеметчик. Боевая масса 21 тонна. Мощность двигателя 300 лошадиных сил. Максимальная скорость 20 км в час. Запас хода 110 км.
Что касается бронирования, то толщина лоба корпуса 80 мм, борт корпуса 75 мм. Рубка от штурмового орудия штук 40F. В 1942 году возросла потребность в штурмовых орудиях, и их производство было признано приоритетным. Фирма Алькет, прекратив производство танков, целиком сконцентрировалась на производстве штук 40 новой модификации. Восьмая серия F выпускалась с сентября по декабрь 1942 года. Изготовлено 359 единиц. Большая часть машин шла на восполнение потерь танковых дивизий СС и моторизованной дивизии Великая Германия. Бронирование 30 мм. Вооружение. Пушка штук 40Л, 43, Л-48, 75 мм. Боекомплект 44 выстрела. Тяжелая САУ на шасси ВК-3001H. Создана в начале 1942 года фирмами Хейншель и Рейнметаль Борцик на изготовленном, но не востребованном шасси ВК-3001 модификация H. Орудие с 1936 года разрабатывалось в качестве зенитного, но в 1939 году было переоборудовано под противотанковое. Изготовлено две установки. Применялись в боях на Восточном фронте. Одна САУ уничтожена, другая захвачена в конце войны. Экипаж 5 человек, боевая масса 35 тонн, мощность двигателя 300 лошадиных сил, максимальная скорость 25 км в час, запас хода 160 км. Бронирование: лоб корпуса 50 мм, борт корпуса 30 мм, борт рубки 15 мм. Танк М3 Стюарт 1942 года выпуска. Поднят из реки Дон у села Урыв-Покровка Острогожского района Воронежской области при совместной экспедиции экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации и парка «Патриот». Вскоре он войдет в состав интерактивного образовательного маршрута для посетителей парка «Патриот».
Самоходная установка Су-75. Штук 40. Модификация G. Последняя серийная модификация штук 3. Выпускалась заводами Алькет с декабря 1942 года по апрель 1945 года. С февраля 1943 года к производству подключилась фирма МИАГ. Эта серия имела самый большой выпуск штук — 7834 единицы. Машины воевали на всех театрах военных действий. Около 300 единиц поставлено союзникам. Экипаж 4 человека. Боевая масса 23,9 тонны. Мощность двигателя 300 лошадиных сил. Максимальная скорость 40 км в час. Запас хода 155 км. Бронирование. Лоб корпуса 80 мм. Борт корпуса 30 мм. Средний танк ПЗ-4, модификация G. Самый массовый танк Германии. Разработан фирмой Krupp Grüßen. Серийное производство осуществлялось фирмами Krupp Grüßen, Вомаг, Нибелунг Верке с 1937 года по 1945. На базе ПЗ-4 выпускались командирские танки САУ, ЗСУ, транспортеры для боеприпасов, БРМ, гусеничные мосты. Произведено свыше 8700 танков. Состояли на вооружении Венгрии, Румынии, Болгарии, Финляндии. После войны и Сирии активно использовались во всех военных кампаниях Второй мировой войны. Экипаж 5 человек. Боевая масса 23,4 тонны. Мощность двигателя 300 лошадиных сил. Максимальная скорость 40 км в час. Запас хода 190 км. Бронирование. Лоб корпуса 50 мм. Лоб башни также 50 мм. Тяжелый танк «Тигр-1». Первый тяжелый танк вермахта. Серийное производство осуществлялось с 1942 по 1944 год заводами Хейншел и Вегман. Изготовлено 1355 танков. По защищенности и огневой мощи не имел себе равных до появления советского танка ИС-2. Боевое крещение получил в конце августа на Ленинградском фронте в районе станции МГА. Танки «Тигр» принимали участие в боях до конца войны на всех фронтах. Экипаж танка 5 человек, боевая масса 57 тонн. Мощность двигателя 650 лошадиных сил. Максимальная скорость 44 км в час. Запас хода 195 км. Бронирование. Лоб корпуса 100 мм. Лоб надстройки 80 мм. Борт 60 мм.
Самоходная артиллерийская установка Мардер-2. Немецкая легкая противотанковая самоходная артиллерийская установка, активно использовавшаяся на всех фронтах Второй мировой войны. Большинство из них применялось на Восточном фронте. Представляла собой самоходное противотанковое орудие с открытой сзади рубкой, смонтированной на шасси устаревшего к 1942 году немецкого легкого танка ПЗ-2. Благодаря установке сравнительно мощного орудия и высокой мобильности, Мардер-2 был опасным противником советских танков при действии из засад и укрытий, хотя и не мог противостоять им в открытом бою из-за слабого бронирования. Тяжелая самоходная артиллерийская установка Су-152 создана СКБ-2 опытного завода номер 100 и КБ номер 172 на базе тяжелого танка КВ-1С в январе 1943 года. Установка создана под руководством Котина, ведущий конструктор Троянов, состояла на вооружении тяжелых самоходно-артиллерийских полков. Боевое крещение получила в Курской битве, проявив себя эффективным истребителем тяжелых немецких танков ИСАУ. Производилась в 1943-1944 годах. Выпущена 671 машина. Экипаж 5 человек, вес 45 тонн, мощность двигателя 600 лошадиных сил, максимальная скорость 43 км в час, запас хода 330 км. Средний танк ПЗ-5 «Пантера» разработан фирмой МАН в 1941-1942 году. Серийное производство танков осуществлялось с января 1943 по апрель 1945 года. На базе ПЗ-5 создавались командирские танки, а также истребители танков. Боевое крещение получили на Курской дуге. Активно использовались до конца войны на Восточном и Западном фронтах и в Италии. Изготовлено 6359 единиц всех модификаций. Экипаж 5 человек. Масса 45,5 тонн. Мощность двигателя 700 лошадиных сил. Максимальная скорость 46 км в час. Запас хода 160 км. По бронированию. Лоб корпуса 60-80 мм. Лоб башни 110 мм. Борт корпуса 40-50 мм. Борт башни 45 мм. Противотанковая САУ «Фердинанд» создана на базе танка «Тигр» Porsche. Оригинальным техническим решением в конструкции машины стало применение электромеханической трансмиссии. К концу мая 1943 года было изготовлено 90 САУ. Боевое крещение «Фердинанды» получили на Курской дуге. С 5 по 30 июля вермахт потерял 39 САУ. Оставшиеся установки прошли модернизацию, после которой получили название «Элефант». Самоходная артиллерийская установка Су-122. Разработана в ноябре 1942 года Уралмашзаводом на базе среднего танка Т-34 под руководством Горлицкого. Ведущий инженер Курин. На вооружение РККА принято 5 декабря 1942 года. Применялась в наступательных операциях советских войск в 1943-1945 году. Экипаж 5 человек. Масса 30 тонн. Мощность двигателя 500 лошадиных сил. Максимальная скорость 55 км в час.
Запас хода 300 километров. Бронирование. Корпус 60-75 мм. Борт 40-45 мм. Королевский тигр. 13 августа 1944 года состоялось боевое крещение тяжелых танков «Тигр-Б» на Восточном фронте на Сандомирском плацдарме. Королевские «Тигры» попали в засаду. Во время боев удалось на голову разгромить 501-й тяжелый танковый батальон, при этом захватив 3 совершенно исправные машины с номерами 102, 502 и 234. Танк номер 502 был обнаружен стоящим во дворе дома на окраине деревни. В танке находился полный боекомплект, достаточный запас топлива и техническая документация. Самый мощный тяжелый танк Германии периода Второй мировой войны. Основной задачей при его разработке являлось обеспечение абсолютного превосходства над танками противника по бронированию и огневой мощи. С января 1944 года по март 1945 фирма Хейншель изготовила 487 танков. Боевое крещение, как уже упоминалось выше, танки получили на Сандомирском плацдарме 13 августа 1944 года, где в одном бою из 20 танков вермахт потерял 12. Принимали участие в боях на Восточном и Западном фронтах до окончания войны. Экипаж 5 человек, боевая масса 68 тонн, мощность двигателя 700 лошадиных сил, максимальная скорость 35 км в час, запас хода 170 км. Бронирование. Лоб корпуса 120-150 мм, лоб башни 185 мм. Самоходная артиллерийская установка Су-100 создана в 1940 году на базе танка Т-100 под руководством Гинзбурга, ведущий инженер Гавалов, для уничтожения укрепленных огневых точек и бронеобъектов противника. В отличие от базовой машины, имеет индивидуальную торсионную подвеску. Изготовлена в одном экземпляре. В 1941 году использовалась в боях под Москвой на Можайском направлении в составе отдельного тяжелого дивизиона особого назначения. Экипаж 6 человек, масса 64 тонны, мощность двигателя 890 лошадиных сил, скорость 32 км в час, запас хода 120 км. Броня. Корпус 60 мм, рубка также 60 мм. Тяжелая самоходная артиллерийская установка Су-14-2 разработана в 1933 году с использованием узлов и агрегатов танков Т-28 и Т-35. В 1940 году изготовлено 2 САУ, одна из них открытого типа. Осенью 1941-го САУ применялись в боях под Москвой на Можайском направлении в составе отдельного тяжелого дивизиона особого назначения. Экипаж 7 человек, масса 65 тонн, мощность двигателя 700 лошадиных сил, максимальная скорость 22 км в час, запас хода 150 км. Броня. Лоб корпуса 50 мм, лоб рубки 20 мм. Дорогие друзья, на этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Я благодарен всем, кто смотрел. Обязательно подписывайтесь на канал Рыболов Копатель, ставьте палец вверх и пишите ваши комментарии. Ну а если волей судеб вы окажетесь в Москве или ее окрестностях, обязательно приезжайте на Кубинку в парк Патриот. И вы сами сможете все увидеть. Всем пока.